Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад на октябрь. Финансы, работа, перспективы, новые способы дохода или новые способы заработка. Это серию видео для каждого знака зодиака я сделала по просьбе одной из подписчиц, которой очень важно было именно новые способы дохода. Ситуация многих ставит перед фактом, когда мы вынуждены принимать какие-то важные решения, которые совершенно, может быть, в другом ключе, нежели мы поступали прежде. Отойти от какого-то шаблона. Использовать, наверное, все возможные способы для того, чтобы заработать деньги. Для кого-то это может быть связано с переездом, поездкой или с тем, что обстоятельства какой-то непреодолимой силы сложились именно таким образом. У каждого, безусловно, по-своему. И вот этот расклад, он подойдет для тех, кто ищет как раз новые варианты, как заработать денег. Или где я могу больше получить вот этого самовыражения, самодостаточности, или я хочу заниматься тем делом, которое мне нравится. И вы уже либо рассматриваете какие-то варианты, или, может быть, уже учитесь даже, да, может быть, и на курсах, и уже, в принципе, представляете, чем вы будете заниматься. Ну, наверное, есть и те, у которых все хорошо, все уже где-то по накатанной колее движется, и вы не собираетесь ничего менять. Я думаю, не совсем для вас будет этот расклад, но вот для тех, кто себе наметил какое-то поле деятельности новое или рассматривает одно, второе, третье, где-то вот, ну, пытается себя найти, какие-то подсказки вы определенно получите. И чтобы быть более уверенным, что вам подойдет этот расклад, мы выполним сигнификацию. Что думают карты? Вот что у вас сейчас? Карта прошлого. У кого-то из вас в прошлом была надежная работа, все как-то шло своим чередом. Были люди, которых вы рады были видеть, которыми сложились отношения. У кого-то из вас, может быть, была ситуация в прошлом какая-то семейная, да, было все отлажено. А вот сейчас что-то меняется. Или за последние месяцы произошли такие изменения, что прошлое приходится оставить в прошлом. Как будто оно не может влиять на настоящее. У кого-то могли быть совершенно патовые ситуации, потому что по Верховному Жрецу это карта Иерофанта, это когда действительно приходят какие-то события, которых мы не можем изменить. Они нас ставят перед какой-то данностью. Мы скорее адаптироваться должны. Хотя у кого-то ведь это может, и знаете, мои дорогие, означать, что я выхожу замуж или женюсь, и мы вместе уезжаем в другую страну и семьей, и мы должны продумать способ заработка именно, что мы там будем делать, откуда к нам будут приходить деньги. И это тоже где-то для вас проиграется. Давайте еще посмотрим. То есть какой-то переезд я могу предполагать, или воссоединение семьи, или какое-то путешествие куда-то. Карта 13-го аркана трансформации уже не будет как прежде. Ну, наверное, самая любая ситуация, когда не будет как прежде. Может быть, и все банальнее, как бы та организация, где вы сейчас работаете, она закрывается в силу разных причин. Или те компаньоны, которые, ну, другая какая-то организация, да, или взаимодействие с кем было, и тоже есть какая-то реструктуризация, либо закрытие, либо перемены. Может быть, идет где-то сокращение, у кого-то так может проигрываться. И я все равно стою перед фактом, что да, мне нужно что-то думать дальше. Как будто назад дороги нет по этой карте. И есть трансформация. Что еще? Вот такое впечатление, что смотрят водолеи, которые либо собираются переехать, либо уже переехали, либо уже одной ногой где-то в другой местности. Есть, безусловно, с учетом карты мир. Другая территория, другой менталитет, другие люди, другой язык. И мне надо вот с учетом всего-всего отстроить свое благополучие. Я готов или готова учиться. Выучить, может быть, язык, освоить какую-то новую профессию. Или применить как-то свои прежние навыки, экспертность, может быть, да, подтвердить эту профессию.
Это тоже потребует какого-то времени. Но вообще это итоговая карта, вот как будто прошлое завершилось. И посмотрите, действительно завершение. Какой-то мы вывод, итог подводим. И поэтому, видимо, вопрос работы стоит для кого-то из вас достаточно остро. Или, мои дорогие водолеи, у кого-то это может быть как ваш личный бизнес, когда вы уже определились на октябрь. Или не обязательно бизнес личный, да, а новая работа, вот я неправильно выразилась. Или ваш новый доход, когда вы уже точно знаете, что я перехожу, я уже завершаю какое-то прежнее место работы, и я теперь готов приступить или готова к новым обязанностям. Давайте мы посмотрим, а что вообще с работой? У кого-то были, ну, прямо скажем, недопонимание глобальное такое на работе, или были какие-то сложности, или какая-то конфронтация ненужная. Может быть, с руководителем, отсутствие взаимопонимания, когда приходилось быть все время словно на стреме, контролировать, что происходит. Или было много недовольных, не было взаимоподдержки какой-то. И мы себя чувствовали как один в поле воин. Ну, говорят, в поле воин, да, конечно, один. Но радости от этого мало. И постоянно контролировать что-то, ожидать как будто этот подвох. Либо мы могли оказаться перед выбором, чтобы было все тихо, спокойно. Я где-то должен себя в угол задвинуть и то, что я хочу осуществить. И тогда я получу где-то какие-то, может быть, бонусы или взаимопонимание. Ну, каким-то образом обстановка нейтрализуется. Либо мне придется и дальше продолжить что-то кому-то доказывать. Но если мы продолжаем как будто по этой карте отстаивать свое мнение, мы ничего не добиваемся. Тут нам говорят, что не имеет как будто это смысла. Мы только, с одной стороны, мы можем быть даже правы, но это ведь пирова победа. Это победитель не получает никаких бонусов. Вот может быть какая-то такая ситуация. А что еще? По прежнему месту работы. Ну, правда, тут было как и эмоциональное какое-то, ну, буквально разрушение или ваше недовольство. Может быть и недовольство вами. Может быть все вместе. И вот он уход, когда я ухожу. Для кого-то из вас не было финансового прогресса, а для кого-то не было прогресса по карьерной лестнице. И как дальше видят карты. И как будто, когда мы принимаем решение окончательно, вы знаете, выпадает праздник после победы. Как будто вот совершив переход, переезд, что-то поменяв в своей жизни, может быть, работу, может быть, должность, может быть, сферу деятельности, вы получаете не просто победу, а праздник после победы. Вот интересно, тут вообще у меня как бы этот расклад строился из двух частей. Та работа, которую, ну, вот, которую вы на данный момент имеете, и второе, это как новый доход. А здесь нам сразу уже как будто по работе финал какой-то показывают. И идет переход на что-то новое, переключение. Может быть, для кого-то не так глобально. Вы переходите в другой отдел, в другую организацию, именно потому что там для вас более человечные условия, или более удобный график, или более, ну, где-то прогресс по карьерной лестнице, или дело, должность ваша вам дает какие-то больше полномочия и перспективы. Может быть, и карьеру можно сделать какую-то очень весомо значимую. Может быть, и по деньгам более интересно, чем на прежнем месте работы. Давайте мы спросим совет от карт. А там как будто говорят элемент двойственности. Все равно нужно оставить за собой право выбора. Или, ведь эта карта говорит, пробуй новое, пока не надоест или не получится. Значит, мы не можем возложить все на один корабль. Как у древних китайцев. У них есть такая поговорка. Не возлагай все на один корабль, не то он обязательно утонет. Ну, если другая, не складывай яйца в одну корзину, иначе корзина упадет. Вот есть эта дуальность или есть элемент того, что мы себя как будто должны подстраховать. И может быть, ведь эта карта, когда мы легки на подъем, когда мы можем добавить себе новых знаний, когда можем себя попробовать совершенно в новом деле, где мы не специалисты, а у нас получится лучше, чем у профи. Когда мы, может быть, готовы рассмотреть ту работу, которая связана с перемещениями, или наоборот, это будет удаленная работа, имеется в виду на дому, или какой-то фриланс, работа посредством интернета.
тоже, вот если мы сферу деятельности рассматриваем по этой карте, корабль и пространство – это все где-то символика Меркурия. Так вот, по Меркурию работа с большим объемом информации или в принципе с информацией, работа посредством интернет или рассмотрите все любую сферу IT. Здесь она тоже как будто может проходить. Пожалуй, важно будет как будто две сферы деятельности или два, как один основной, а второй запасной аэродром рассматривать, чтобы не было какого-то фиаско. Или нам еще по этой карте говорят, ведь это жонглер, как будто нам нужно пробовать себя, через опыт мы будем точно знать, где нам больше улыбнется, может быть, удача. Или какая сфера деятельности для нас будет наиболее подходящая, где мы раскроем свои таланты. Хорошо, давайте узнаем, а что тогда по финансам на октябрь? Вот по этой ситуации. А здесь по справедливости. Напрямую деньги нам не говорят. То есть как то, что ты заработал, то ты и получишь. Никто не заберет. Поэтому сообразно приложенным ранее усилиям мы как будто получаем какой-то итог. Давайте попробуем конкретно. Для кого-то из вас может и не устраивать как раз, да, тут все нам говорят более чем, что есть какой-то момент, когда но мы можем остаться недовольны тем вознаграждением финансовым, которое мы получим за свой труд. Или, может быть, эта ситуация уже у вас проигралась, или вы это понимаете, и поэтому вы смотрите видео, или поэтому вы рассматриваете новые способы дохода. Давайте мы посмотрим, что вообще, как видят карты, если мы говорим о смене сферы деятельности, о переключении на что-то другое, или если мы пойдем учиться приобретать какой-то навык, или рассмотрим какие-то альтернативные предложения, или вот то, что вы для себя, может быть, планируете, что нас там ждет. Как будто неизбежность какая-то, нам придется на что-то новое переключаться. Вот кто смотрит меня, вы могли уже завершать что-то по прежнему месту работы, как будто вы уже предполагаете, что что-то новое будет лучше, чем старое. Почему так говорю? Потому что 20-й старший аркан – это избавление от боли, от страданий. Это карта возрождения. Хорошо, если мы говорим о новых способах дохода, как будут развиваться события? Ну, во-первых, вам нужно, условно, свою энергию не распылять в разных направлениях. Нужно с одним чем-то определиться и словно вот именно так настойчиво этим заниматься. Не должно быть иллюзий. Не думать, может быть, что стерпится, да, где-то там, или я привыкну, или у меня как-то отстроится. Да, момент привычки и то, что мы что-то будем, может быть, изучать на новом месте или столкнемся с новыми какими-то правилами, нам придется это применить. Это да, это все конкретика. Но не должно быть иллюзий, что как-то быстро пойдет прогресс, может быть, все-таки сориентироваться нас карта приглашает на чем-то одном. Вот, по крайней мере, для вас, мои дорогие водолеи. И это одно должно нам абсолютно точно нравиться. Для вас важна работа, когда есть взаимопонимание между коллегами, когда вам работа приносит радость, и вы добьетесь успеха только в том, когда вы занимаетесь любимым делом. Вот так. Что нам дальше? Тоже карта выбора. Между чем-то мы как будто выбираем. Но когда есть выбор, это уже хорошо. Новый, словно, путь, он неизбежен. Все же у нас 20-й старший аркан. И тогда по двойке жезлов это может быть как два предложения или два направления вот в вашей деятельности. Может быть, два разных вида деятельности или как две должности, может быть, две организации. Может быть, эта карта говорит, придется тебе быть дипломатом. Должность, может быть, так подразумевается, что вы словно между двух огней будете. Поэтому дипломатом дважды нужно быть, чтобы не вызвать какой-то конфронтации. Может быть, не повторить ошибок прошлого. Вот как будто об этом нам тоже говорят. Контролировать ситуацию. Ну и по пятерке пентаклей где-то вот контролировать, просчитать, может быть, посмотрите, просчитать, чтобы не остаться у разбитого корыта, второй вариант. Адаптироваться нам хоть по первому, хоть по второму варианту придется. И где-то, может быть, на первых порах нам говорят, больших денег ты сразу не заработаешь, вот где-то так.
Давайте мы спросим совет от карт. Вот второй вариант. Быть честным с самим собой, быть более рациональным, хладнокровным, не делать ничего такого, что нарушает закон, не подвергать себя риску. Ну и где-то это работа рационализма и интеллекта одновременно. Совет от карт. Может быть, что-то согласовывать. И идет следом Луна, слушайте интуицию. Вы знаете, просчитать вот какой-то второй вариант, по крайней мере, на октябрь. Видимо, обстоятельства как-то не сложились в одну канву или в логическую цепочку развития событий. Просчитать что-то как будто будет сложно. Хорошо, а что думают карты, если мы говорим, что, допустим, первый вариант, то, что нам знакомо, то, что нам понятно, это уже все же новые способы заработка. Что нам советуют карты? Сохраняй. Здесь пройдет как семейный бизнес или взаимодействие с вашей семьей, может быть, да, куда-то, к примеру, из знакомых или друзей, хороших знакомых, или из надежных друзей, или из ваших родственников что-то вам может предлагать. Как будто нужно рассмотреть. Для кого-то из вас работа отчасти на дому, удаленная работа, фриланс. Вот все то, что я перечисляла, у вас как раз может проиграться. Потому что вроде как человек работает дома, у него все под контролем. И если вот где-то это срабатывает, взаимосвязь с семьей все-таки есть, с благополучием, то, скорее всего, вы останетесь довольны. Какой-то первый вариант. Может быть, прогресс мало-помалу он приходит. Или где-то эта поддержка семьи, поддержка родственников, она тоже будет для вас иметь значение. Давайте мы посмотрим, а если каковы перспективы на второй вариант. А здесь конкретно шестерка пентаклей. Это карта финансового дохода. Но как будто деньги мы тоже получаем. Но с чем-то нужно определяться. Вот в какой-то многозадачности или в каких-то, я бы сказала, не многозадачности, хотя у кого-то и так проиграется, в каких-то неопределенностях вам нужно словно просчитать и одновременно вот прочувствовать интуитивно. Интересно, да, правда. Давайте, если мы говорим по первому варианту, что дальше, как развитие ситуации может быть на ноябрь, что-то мы будем сохранять. И это карта надежности, стабильности, карта жадины. Когда никому ничего не дам, меня все устраивает, все стерегу, контролирую. Ничто, никто мимо не пройдет, и никакую оплошность я себе самому или самой не позволю. Хорошо, а если на новый источник дохода, на ноябрь? А здесь тоже все конкретно. Для кого-то из вас, ну, видите как, знаете, мои дорогие водолеи, может быть, вот эта ситуация, это один какой-то, в принципе, вариант с двумя направлениями. Когда нам говорят, что и перемены неизбежны, и даже пройдя какой-то период, когда мы либо учимся, либо где-то нам придется ожидать, пока мы согласовываем что-то, или что-то находим, или переезжаем, или... Ну, тут по-разному, да, то есть период ожидания, он все-таки есть какой-то. Может быть, не все пойдет гладко с первого момента, и какой-то период потребуется наша настойчивость, рационализм, где-то не впадать в какие-то разочарования, понимаете, слушайте свою интуицию, что-то все глазами мы не увидим, через сердце где-то надо будет прочувствовать буквально интуитивно, будут правильные, значит, подсказки. И тогда мы меньше совершим ошибок. Но в итоге-то, посмотрите, у вас как будто выпадает хоть так на первый, второй вариант, хоть так. Хоть на октябрь как будто деньги уже к вам приходят, хоть даже на прогресс. Мы можем извлечь как и финансовую выгоду, так и построить свою карьеру. Значит, вы найдете варианты. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.